Доброе утро, добрый день. Доброе утро, Стив. Спасибо. Окей, сегодня... Спасибо. Очень рад, что сегодня я буду говорить с Арием, голландец, который изучал русский. И мы будем разговаривать о причинах. Почему он решил изучать русский язык, и почему я решил изучать русский язык, и почему это очень хороший, привлекательный язык, который больше людей должны изучать. Начинаем, Ари, почему? Прежде всего, где вы живете, расскажите немножко о себе. Хорошо. Меня зовут Ари Элдеман. Я живу в Голландии. Я голландец. Мне 28 лет. И о том, почему я решил изучать русский язык, это как-то, какая-то причина, потому что у меня, я уже 5 лет встречаюсь с русской девушкой. Это такая причина, наверное, у многих молодых парней. Например, здесь в Голландии это как-то... Я знаю некоторых парней, у которых есть такая же причина, потому что у них русская жена или русская девушка. И так, из-за нее я начал изучать русский язык. Мы были в университете, и тогда мы уже несколько месяцев встречались, и она спросила меня, хочу ли я ехать в Россию, в Москву, чтобы встретить ее родителей. И тогда я подумал, почему бы и нет? Очень интересно, потому что я никогда не был в России, и Россия такая огромная, интересная страна. Хотелось бы увидеть, что на самом деле, не через телевизор, просто своими глазами увидеть. Но потом она тоже сказала, что в России уровень английского языка не очень высокий, так что мы уже чуть-чуть, ради прикола, начали говорить по-русски друг с другом. Но потом, когда я уже купил билеты в Россию, я думал, ладно, надо серьезно изучать русский язык. И это было в начале 2016 года, так что сейчас как-то 5,5 лет назад. Первый раз в России мне очень сильно понравилось, потому что там... просто русские люди очень гостеприимчивые. Все встречали меня очень с радостью. Им, особенно русским, очень понравилось, что я, как иностранец, старался говорить по-русски. И, наверное, из-за этого, потому что такая хорошая фидбэк, обратная связь была, это сильно вдохновило меня дальше изучать русский язык. Потом моя девушка, мы начали жить вместе в Голландии. И мы сейчас уже еще вместе, кстати, это тоже хорошо. Мы уже 3,5 года живем вместе. А сейчас дома еще чуть-чуть говорим по-русски, теперь тоже по-голландски, потому что живем в Голландии. И еще для сложных тем говорим по-английски, потому что если, например, надо говорить о том, сколько аренды надо платить и все это с электричеством и газом, лучше всего, чтобы друг друга хорошо поняли, а не то, чтобы там какие-то вопросы оставались. Вот это как-то моя история с русским языком. Очень приятный способ или мотивация для изучения иностранных языков. К сожалению, в моем случае я изучал 20 языков. Не очень просто иметь 20 девушек, знаете. Но я начал изучать русский язык 16 лет тому назад, когда у меня было 10 лет. Потому что, когда у меня было, 17 лет, я читал книги, романы из русского литературы с 19 века, Толстой, Достоевский и тому подобное. И еще один причин, потому что я всегда думал, что на изучение языков не надо сосредоточиться на грамматике.
И мои друзья мне сказали, это невозможно, потому что русский это сложно, грамматика сложная. И, я решил, увидим. И, конечно, я не могу сказать, что я все сложность русской грамматики занимаю, но я говорю с ошибками, но тем не менее я могу общаться, я понимаю, поэтому это был для меня очень, очень приятный опыт. Но сегодня в мире мы видим, что, например, много людей изучают корейский язык, японский язык, или китайский, или испанский, меньше изучают русский язык. Почему? И что делать, чтобы больше людей начинали изучать русский язык? Хороший вопрос. Я считаю сам, что русский язык как-то самый крутой язык в мире. Это тоже потому, что я на нем говорю. Но в основном тоже он очень круто звучит. И также Россия такая... Да, я сам считаю, что русский язык круче звучит, чем немецкий язык, например. Но это потому, что я живу в Голландии. Это всегда между Германией и Голландией есть такая-то чуть маленькая война. Но чтобы... Россия тоже самая большая страна в мире, а из-за этого она тоже долго закрытая была, когда советское время было. Поэтому очень многие люди как-то сейчас... Многие как-то еще не знают, что происходит в России, потому что, конечно, на телевизоре есть очень много чего про Россию, особенно на Западе, но сколько этого можно доверять, это, конечно, другой вопрос. Но я считаю, что из-за этого у очень многих людей есть уже какой-то интерес к России. Например, здесь в Голландии очень многие люди они читают русскую литературу. Я сам, когда мне было 20, я тоже читал «Преступление и наказание», но на английском языке. Это просто очень, наверное, тех времен одни из самых лучших книги мира. Поэтому у многих людей уже есть такое желание, чтобы изучать русский язык. Но, к сожалению, многие думают, что он очень сложный. И, как вы сказали, что там столько сложной грамматики и столько сложных слов, которые просто не похожи ни на английские слова, ни на голландские слова. Поэтому у многих людей нету как-то такой храбрости, можно сказать, чтобы начать его изучать. Я считаю, что если мы можем говорить о тех причинах, почему русский язык на самом деле довольно легко изучать, тогда, может быть, больше людей хотят попробовать его изучать. И когда люди начинают, потом есть какие-то результаты, потом есть шанс побольше, что они продолжают его изучать. Я думаю, что русский это не сложнее, чем корейский или японский. Конечно, между, я не знаю, немецкий, голландский, английский или французский, испанский есть много слова очень похожи, да, поэтому это легче. Но все равно русский язык, даже кириллский, это не очень сложно, не как китайский, да, совсем не сложно. И я думаю, что если мы не начинаем с грамматиком, если мы делаем так, что люди могут начинать слышать, читать, и иметь ощущение, как этот язык работает, да? И потом потихоньку начинать с точностью русского грамматики. Я думаю, что мы делаем так, что русский язык кажется сложнее, чем в реальности есть. И может быть, в России, если я живу в России, я должен разговаривать без ошибок. Но если ты иностранец, это невозможно. И это меня не, скажем, раздражает. Я говорю с ошибками, и что?
Если россиян говорит лучше по-английски, мы будем по-английски. Если он не умеет говорить по-английски, мы по-русски. И что? Поэтому я думаю, что потребовать точность, корректность по грамматике, я думаю, это не очень хороший способ, да? Нет, Мы совсем должны нет. похрать люди, посетить Россию, быть вместе с россиянами, видеть эту страну и начинать слушать, читать и познакомиться с Россией, с русским языком. И не так много, скажем, сосредоточиться на грамматике, который сложно, есть сложно. Но с ошибками может тоже говорить, как и я делаю. Самое главное, чтобы человека понимают. А если там, Да. если человек знает только слова, и он просто говорит, например, он в магазине где-то и просто говорит 2 хлеб, ну это неправильно с точки зрения грамматики, но все понимают, Да. что хочет 2 хлеба. И на самом деле есть некоторые Да. причины, почему говорить по-русски на самом деле относительно легко. Это потому что, во-первых, это то, что нету артиклев. Ну, например, на английском есть a chair, a car. Их вообще нет на русском языке, поэтому можно очень легко, совсем не нужно думать. На некоторых языках, как голландский и французский, надо очень хорошо думать перед каждым словом, ну, какое слово там должно быть. На русском нет. Еще этот очень гибкий порядок слов еще сильно помогает тем, что человек сначала может начать говорить, а потом уже думать, что будет дальше. И мне кажется, это сильно помогает, чтобы чтобы все больше звучит более гибко, чтобы человек может быстрее говорить. И еще причина это то, что в России как-то сильно... В России просто, если человек в России, он должен говорить по-русски. Нету такое, что он может, ну, давайте по-английски, потому что по-английски лучше понимают. Нет, в России надо говорить по-русски. Это тоже как-то, если что-то надо, так намного легче это заставить себя делать. Так что считаю, что русский не самый сложный язык. Да. И я думаю, что русский язык это, или если мы видим Россию, да, это огромная страна. Да. Соседи и Китай. китайцы, и монгольские, и турецкие племена или этнос, или таджики, или я не знаю, все есть. Это весь мир. И когда я был в Москве, мы это видим. Люди из азиатской внешности, из, скажем, турецкие внешности, все там есть. Конечно, это бывшая империя, да, и это мы видим, это мир, русский мир. И я думаю, что много чего, которое привлекает нас, не знаю, изучать русский язык. И если не было бы этой концепции, которая скажет, что русский язык сложно. Не надо, сложно, это не важно. Мотивация это важно. Да, если человек хочет, тогда, мне кажется, на любом языке есть сложные вещи, есть несложные вещи. И с Россией еще такое дело, что если человека интересует Россия, тогда обычно его очень сильно интересует Россия. Это значит, что он уже более замотивирован, чтобы изучать этот язык. Потому что Россия очень сильно поляризирует людей, то есть на двух. Например, в Голландии, ну, можно так сказать, половина страны не хочет ничего делать с Россией, как-то боятся ее, а другая половина, ей очень интересна Россия, потому что такая, ну, закрытая мистическая страна. Это сильно помогает с мотивацией. Да, но если мы видим опять Япония и Южная Корея, у них есть очень сильный мягкий сил культурный, очень успешный.
очень легко там дойти, без виза. У них есть аниме в Японии, есть много аспектов современной культуры, которые имеют свое влияние в мире. Я думаю, что если Россия будет развиваться, это мягкий стиль, да, поп-мьюзик или... Ну, конечно, существует, но никто не знает об этом, кроме в России или в русский мир, в соседних странах. Я думаю, что и делать так, что будет легче дойти, посетить Россию. Сейчас немножко сложно. Да. Да, ну, будем надеяться. Я надеюсь, что после пандемии, когда все снова открывается, что делают так, чтобы есть электронная виза в России, потому что сейчас надо выполнять столько бумаг, это уже не весело. Да. Но если потом просто можно войти в сайт, там написать... Может быть, это взаимно. Ну да, взаимно, чтобы русские тоже могли легко сюда ехать. Но сейчас тоже, мне кажется, больше людей могут, до пандемии, могли ехать в Россию, чем раньше, потому что был этот чемпионат мира по футболу. Тоже очень-очень много людей, которые иначе никогда не были бы в России, они ехали в Россию, чтобы там посмотреть на футбол. Еще, я думаю, я недавно увидел сериал, русский сериал, на русском называлось «Озеро». И этот сериал Netflix тоже как-то выкупил из России, тоже делал там на английском все. И это тоже сейчас можно увидеть в других странах. И может быть это тоже помогает с тем, чтобы больше интересно есть. Если русское кино просто становится намного лучше, тогда может быть больше интересно к России будет. Да, ну я думаю, сериал Netflix это большой способ изучения языков. И тоже это способ, скажем, это вид мягкий сил. Мы смотрим с женой или турецкие сериалы, или из Данмарка очень хороший сериал, Бадехотеллет. Есть много этих сериалов, которые это способ познакомиться или немножко знать о других странах. Хорошо, спасибо. Русский язык один из самых красивых. Все языки красивые. Язык, который я изучаю, для меня это мой самый любимый язык, это язык, который я сейчас занимаюсь. Но хиджони. Великий язык, и надеемся, что больше людей будет изучать русский язык. И спасибо большое за собеседование, и самое лучшее. Спасибо вам большое, Стив. Было очень приятно с вами собеседоваться на канале. Спасибо большое. Окей. До свидания. Спасибо большое.